Дом в Месопекуа-парк никогда не был обычным пригородным домом. Это было место, куда женщины входили в последний раз в жизни. Сегодня стало ясно, Рекс Хойерман больше не скрывается за маской приличного 62-летнего архитектора с Лонг-Айленда. Он официально признает себя виновным в убийстве 8 женщин и сам приговаривает вслух то, чего больше 10 лет боялись услышать семьи пропавших. Но по-настоящему парализует не число жертв, а то, где и как он это делал. Пока его семья уезжала отдыхать, он превращал подвал их собственного дома в личную камеру смерти. Чтобы понять масштаб ужаса, нужно вспомнить, как долго это имя существовало только как призрак-убийца с Гилга-Бич. Годы полиция собирала обрывки тел вдоль береговой линии Лонг-Айленда. Связанные ремнями тела, останки, завернутые в мешковину, рассыпанные вдоль песчаной полосы, которая на панорамных фотографиях выглядит как обычное место для семейных прогулок. Все это время настоящий человек Рекс Хойерман строил дома, ходил на работу, делал ремонт и возвращался в тот самый подвал, где, по данным следствия, он держал женщин, а потом избавлялся от их тел, когда никого из близких не было рядом. Изначально ему вменяли 7 эпизодов. Найденные тела датировались периодом с начала 90-х до 2010 года. На недавнем заседании он произнес одно и то же слово «виновен» 8 раз подряд, признавая, что душил каждую из своих жертв, всех 8. Прокуратура прошла по именам, как по списку, который семьи носили в голове годами. Морин, Мелисса, Меган, Эмбер, Джессика, Валери, Сандра, Карен. 8 молодых женщин, которых он заманивал через одноразовые телефоны, обещанием денег и безопасной встречи. Часть тел он расчленял, часть вывозил и выбрасывал в разных точках Лонг-Айленда, превращая карту побережья в разбросанную схему своих преступлений. Но самое важное в этой истории не само признание, а то, что всплывает, когда следователи и журналисты начинают говорить о доме, где он жил с семьей. Месопекуа-парк. Тихий пригород, дом, построенный его родителями, позже перешел к нему. Соседи говорили о чудаковатом, но вполне себе обычном мужчине, который годами жил в одном и том же месте. Именно там, в подвале, по данным следствия, он удерживал женщин, пока вокруг шла обычная жизнь, а его дети росли над тем самым бетонным перекрытием, где их отец готовил тела к вывозу. При обыске в доме нашли не просто склад вещей, журнал с детальными инструкциями по обращению с телами, как чистить, как расчленять, как удалять татуировки с кожи, чтобы полиция не смогла быстро установить личность. Его бывшая жена Аса Элероп официально считается не знавшей о преступлениях мужа. Окружной прокурор подчеркивает, что у следствия нет доказательств ее причастности, хотя она, возможно, догадывалась о его визитах к работницам секс-индустрии. И вот в этом контрасте самое жуткое. Человек, с которым ты делишь кровать, оказывается тем, кто использует ваше общее жилье как лабораторию смерти, просто дожидаясь момента, когда ты с детьми уедешь из города. Следователи открыто говорят, он совершал убийство именно в те периоды, когда семья отправлялась отдыхать, как будто вычеркивал их из пространства дома, чтобы превратить это в место, где закон больше не действует. Когда в 23-м году его наконец задержали, дом начали разбирать буквально по кирпичику. Подвал, который он годами держал под замком, назвали хранилищем. Там нашли почти 280 единиц оружия, спрятанных за дверью, которые позже просто выносили на руках, как вещественное доказательство того, сколько лет никто не задавал лишних вопросов. Соседи вспоминают, как он недавно реагировал, когда кто-то пытался зайти в подвал. Объяснял это тем, что там оружие, шутил, отшучивался, и этого хватало, чтобы люди отступали на шаг. Сегодня любая такая сцена выглядит уже не странностью, а предупреждением, которое никто не захотел услышать. Прокуратура требует для него пожизненное без права выхода, несколько пожизненных сроков подряд, чтобы юридически закрепить мысль. Этот человек никогда больше не выйдет на улицу. Приговор должны огласить 17 июня, но для семей жертв важное уже произошло. Он признал, что сделал это, что эти годы они ждали не зря, что за анонимными костями у океана действительно стоял один конкретный человек. Но дело Хойермана не заканчивается на 8 именах. Журналисты и исследователи осторожно говорят о том, что список возможных жертв может быть длиннее, чем официальные обвинения, а побережье Лонг-Айленда хранит больше секретов, чем сейчас лежит в материалах дела. Самый тревожный вопрос, который остается после его признания, звучит он просто. Если в тихом пригородном доме, через стенку от детских комнат, столько лет мог работать серийный убийца,
Сколько еще таких домов стоят сегодня на обычных улицах и ждут, когда кто-то заглянет в их подвал, но не по приглашению хозяина, а с ордером на обыск.